Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. На прошлом видео я показывал, как управлять дисками с помощью инструмента под названием управление дисками. Напомню, чтобы его запустить, мы клацаем правой кнопкой на меню «Пуск» и запускаем управление дисками. Сегодня мы рассмотрим другой инструмент, это командная строка, которая позволяет делать все те же действия, что мы делали на прошлом видео. Чтобы запустить командную строку, мы нажимаем на поиск, вводим cmd, правой кнопкой запуск от имени администратора. Да, разрешаем доступ. Вот. Работать будем с командной строкой, а результаты будем с вами просматривать работы в управлении дисками в графическом интерфейсе. Итак, для того, чтобы мы смогли работать, манипулировать с дисками, необходимо запустить утилиту под названием DiskPart. DiskPart. Итак, запустили утилиту DiskPart. DiskPart что из себя представляет? Это такая маленькая операционная система. В ее состав входит свой набор команд. Итак, после запуска DiskPart у нас меняется строка приглашения. Вот, и чтобы посмотреть, что какие-то команды там существуют, вводим команду help. Вот help, да. Вот тут, пожалуйста, целая куча команд, вот, которые входят в состав. Итак, прежде всего начинать я вам рекомендую с команды list, которая показывает, какие у нас диски существуют. Итак, list disk. Лист диск. Итак, смотрим, у нас 4 диска. На первом стоит операционная система. Вот он, да. А второй, третий, четвертый это диски, они сейчас пустые. Вот. Если мы хотим что-то сделать с каким-то диском, например, с первым, его надо выбрать для начала. Да. Выбор производится с помощью команды select. С командой select. Да. И вводим диск 1. Диск 1. Выбрали диск 1. Да? Что мы теперь можем с вами сделать? Ну, например, создать раздел. Значит, команда create. Create partition. И указываем вид partition. Primary. Основной раздел. Да? Primary. Смотрим. Успешно создан. Отлично. Да? Вот он. Успешно создан, но только он не отформатирован. Да? Значит, нам теперь, чтобы его отформатировать, необходимо этот раздел выбрать. А чтобы этот раздел выбрать, опять-таки список выводим. Да? List partition. List partition. Смотрим. Вот он. Раздел 1. Да? И теперь его выбираем. Select partition 1. Выбрали наконец-то раздел. Теперь можно форматировать. Да? Формат. Просто формат. Все. После этого его можно уже использовать. Вот он уже в отформатированном виде в системе NTFS. Если мы хотим его FAT32 отформатировать, то пишем формат fs равняется FAT32. FAT32. Enter. И пошел процесс форматирования. Все, вот он уже отформатирован, но FAT32. Что мы можем другое сделать? Перевести из режима MBR в GPT и GPT в MBR. Итак, вот у нас диск 2. Он сейчас находится в режиме MBR. Сейчас мы его переведем в GPT. Опять-таки начинаем лист диск. Чтобы не вводить, клацаем клавишу вверх лист диск. Вот она команда была введена ранее. Вот. Вводим команду select disk. Уже двоечку берем, да, выбрали select disk и хотим преобразовать из MBR в GPT. Команда convert. Convert. GPT. Convert GPT. Так, не хочет. Ага, синтаксическая ошибочка, конечно. Так, еще раз. Convert. Синтаксис не прощается. Все отлично. Преобразовали к формату GPT. Теперь мы берем, клацаем правой кнопкой. Преобразовать в MBR. Да, действительно, преобразование произошло.
Дальше, что мы хотим сделать? Ну, например, мы хотим преобразовать допустим, мы хотим удалить, допустим, созданный том, да, на диске 1 и преобразовать все в динамическому формату. Сначала преобразовываем все в GPT, а потом преобразуем в динамический формат. Итак, что мы делаем? Да? Опять-таки команда list disk. Мы хотим выбрать диск 1, select диск 1. Выбрали. Дальше list partitions. Select partition 1. И мы его просто удалим. Delete. Ага, delete partition. Да, подсказочка. Partition. И 1, да, есть. Так, отлично. Успешно удален, да. Вот он, удалили. И сейчас мы его преобразовываем в формат GPT. Convert GPT. Так, все преобразовали. Отлично. И теперь нам нужно сделать то же самое с третьим диском. Да? Select диск 3 и Convert GPT. Так, преобразовали. Итак, все наши лист диск выведем. Да? Вот. Признаком, да, вот они все звездочки же стоят, значит все они в формате GPT. Теперь мы создаем еще в формате GPT, еще в динамическом режиме хранения. Теперь можно создавать какой-нибудь интересный том. Ну, например, чередующийся том. Да? Создание идет с помощью команды create. Том это volume. Create volume и команда stripe. Чередующийся диск. И указываются диски, которые будут участвовать. Да? Значит, диск. Пишем равно. И через запятую перечисление идет. 1, 2 и 3. Enter. Так, не является динамическим. Ага. Почему? Потому что не перевели в формат динамический. Так, select disk 3 выбрали. Теперь конверт динамика. Конверт динамика. Так, преобразовали, да. Теперь select disk 2. Конверт динамик. Есть. И select disk 1. Конверт динамик. Так, преобразовали, да, отлично. Вот теперь можно создавать. Все в динамическом режиме хранения. Следующее, что мы сейчас делаем, это команда create, создание. Create. Значит, stripe. Create volume stripe. Volume stripe. И делаем, перечисляем диски, которые будут участвовать. Диск равняется 1, 2, 3. Enter. Так, успешно создан, да, смотрим. Да, действительно успешно создан в RAW формате без форматирования. Сейчас мы его отформатируем. List volume. List volume. Ух ты. Так, где наш лист volume? Вот он, чередующийся, называется volume 3. Select volume. Select volume 3. Выбран том. И теперь формат. По умолчанию пусть в NTFS, да, будет. Все, отформатировали. Вот он готов. И в проводнике он должен быть виден. Да, вот этот компьютер. Ага, не виден. Обновить. И сейчас не виден. Ага. Да. Диск букву не присвоили. Да. Понятненько. Сейчас тогда присвоим буковку ему. Assign letter. Так. Мы выбрали Volume 3. Давайте ему. Нет, не хочет. Команда Assign.
help Asigan давайте введем. Help Asigan. Let равняется E. Да, так и есть. Let, вот он равняется E. Не хочет. Ага, конечно. Синтаксис. Asigan. Letter равняется E. Это что ж такое? Так, давайте так. Select volume 3. Выбран том. И Asigan letter равняется Бо назначился наконец-то, да? Теперь проверяем проводнике. У нас должен появиться чередующийся том. Вот он с буковкой Е. Да, отлично, отлично. Теперь что? Теперь мы удалим, да? Значит, при выборе тома 3 делаем delete. Volume. Delete volume. Все удалили, да. Теперь делаем что? Делаем зеркальный том. Mirror, да. Create. Volume. Mirror. И указываем диски, которые участвуют. Пусть это будет диск 2 и 3. Диск равняется 2,3. Enter. Неправильные аргументы. Ага. Ну да. Вот. Успешно создан. Теперь лист volume. Итак, наш том зеркальный. Вот он, да. Том 3. Select volume 3. Ага, он уже выбран, да. Формат. Можно сразу формат делать, да. Формат отформатировался. И назначаем букву select letter равняется, пусть будет F. Все. Итак, у нас зеркальный том. Система NTFS. Свернем сейчас. Вот он зеркальный том на последних двух дисках. И вот он с буковкой F. Ну и последнее, составной том рассмотрим. Удаляем зеркальный том. Delete volume. Да, удалили. И создаем составной том. Create. Volume. Extend. Диск равняется 1, 2, 3. Не хочет. Ага, надо сначала создать простой том, а потом его расширить на другой. Итак, create volume simple. Диск 1. Так, simple. Создали. Теперь форматируем. Select volume 1. Формат. Том 1. Ага. Так, неправильно.
List volume. Чуть не ошиблись. Итак, наш, вот он, том 3. Select volume 3 делаем. Так, теперь формат. Отформатировали. Ох. Присвоим букву. Пусть будет G. Так, выполнено успешно. Проверяем. Вот этот компьютер. Вот диск G. Все отлично. А теперь делаем расширение. Для этого вводим команду extend. И указываем диск, на который будем расширять. Так, успешно расширен, отлично. И добавим туда третий. Так, проверяем. Вот у нас получился расширенный том составной. Смотрим, видит ли в этом компьютере. Да, уже на 3 гигабайта, причем достаточно быстро. Все, господа, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.